Приветствую вас на канале Танковая История. В сегодняшнем нашем видео уникальные, редкие кадры времен Второй мировой и не только. Танки, как они есть. На этом историческом фото вы можете видеть обломки британских и немецких бронемашин, разбросанных вокруг города Кана, напоминающие об интенсивности и продолжительных боях, которые имели место здесь во время высадки в Нормандии в 1944 году. Этот город стал центральным местом кампании союзников после высадки 6 июня 1944 года, особенно для британских и канадских войск, которым было поручено захватить Кан. Именно здесь войскам Великобритании и Содружества противостояла очень опытная немецкая и танковая дивизия, 12-я. И сразу мы перемещаемся в Берлин, 1945 год. Тяжелые танки ИС-2 возле Бранденбургских ворот после падения города. И вы можете увидеть советского воина на немецком велосипеде, а также свежереквизированный автомобиль, подогнанный прямо к ИС-2. Джах Панзер считается одним из самых эффективных убийц танков Второй мировой войны. Вооруженный мощной 88 миллиметровой пушкой ПАК-43 и построенной на шасси «Пантеры», он сочетал огневую мощь, броню и мобильность, как ни одна другая машина своего класса. И все же, несмотря на свое мастерство на поле боя, Ях-Пантера никогда не была произведена в достаточном количестве, чтобы изменить ход войны. Лейтенант танковых войск Александра Самусенко, командующая советским танком, героиня Восточного фронта. Женщина-командир танка первой гвардейской танковой армии во время Второй мировой войны, с гордостью носившая гвардейский знак и орден Отечественной войны первого класса. Самусенко участвовала в боевых действиях еще в Зимней войне с Финляндией, а позже окончила Советскую танковую академию и была назначена командиром танка Т-34. В 1943 году в ключевой битве танковых войск под Курском экипаж Самусенко уничтожил 3 немецких машины. Лейтенант Самусенко скончалась от травм, полученных во время Восточно-Поморского наступления 3 марта 1945 года в селе Цюльзельфиц, ныне Сулишевице, Польша. Снимок, сделанный 24 февраля 1945 года под Фаэнзой, Италия. Канадские солдаты, затрофеив немецкий танк Несхорн «Носорог», поворачивают его против немецких войск. Теперь машина будет служить союзникам. Итальянский фронт. Как вам такое историческое фотосравнение немецкого танка «Тигр-1» и американского танка «Шерман»? Эта историческая фотография говорит нам о новом, только разработанном и введенном войскам американском танке М-18 Hellcat с надписями, которые предупреждают, чтобы не стреляли в этот новый танк, который войска попросту могут не узнать. На этом историческом фото вы видите целый эшелон танков Ковенантер в 1942 году. Просто-таки неимоверное фантастическое зрелище. На сегодняшний день в мире сохранился только один пушечный танк Ковенантер. Солдаты 3-й бронетанковой дивизии США осматривают зияющее 90-миллиметровое отверстие от снаряда в обломках немецкого танка «Пантера», разрушенного во время битвы за Кёльн, Германия. 6 марта 1945 года эта грозная «Пантера» уничтожила целых 2 «Шермана», прежде чем была окончательно выведена из строя в драматической уличной танковой дуэли
с сержантом Бобом Эрли на танке Т-26Е3 Pershing Eagle-7. Кстати, это один из немногих задокументированных эпизодов, когда тяжелый американский танк победил «Пантеру» в прямом городском бою. Снимок, сделанный 31 июля 1944 года во время наступления в Нормандии, светлячок Шерман проходит мимо экипажа 7-й бронетанковой дивизии бригадного батальона, которые управляли машиной-разведчиком. Эта сцена прошла во время интенсивных боев высадки «Д» в союзников на плацдармах Нормандии. Фельдмаршал Монтгомери осматривает экипажи танков «Комета» 7-й бронетанковой дивизии на бывшей базе Люфтваффе в Берлине, 1945 год. Даже не знаю, чего больше в этом ретро-снимке, правды или пропаганды. Ну, по крайней мере, каждая из этих отметок уничтоженный этим командиром танк. Может, вы узнаете профиль этой машины, так как на немецкий танк это мало похоже. Как по мне, это может быть трофейная итальянская Самовенте. Но может быть и другая интересная бронемашина времен Второй мировой войны. Напишите в комментариях. Ретро-фотография 1943 года, на котором изображен экипаж танка 502-го тяжелого танкового батальона возле Тигра Аусф-Е. Довольно необычная военная форма на солдатах, а также с выбитыми окнами медицинский автомобиль. Весьма интересный фотоснимок времен Второй мировой войны, на котором американские и французские солдаты осматривают захваченную немецкую «Пантеру» 4-го танкового корпуса недалеко от провинции Фрозионе 25 мая 1944 года. Напишите, какой из снимков Второй мировой войны понравился вам больше всего. Обязательно поддержите это видео лайком и комментарием. Поделитесь этим видео с друзьями и знакомыми. Не забудьте подписаться на канал и проверить, нажат ли у вас колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видеообзоры с танковой историей в ретро-фото.